Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поделиться с вами очень легким, красивым и очень-очень вкусным рецептом торта в стаканчиках. Еще их называют трайфлы. Для этого десерта нам нужно приготовить ягодный конфитюр. У меня сегодня будет клубника. У меня замороженная клубника была, я ее разморозила. Также нам нужно будет 16 грамм кукурузного крахмала, 80 грамм сахара, ну и, конечно, посуда, в которой мы будем готовить конфитюр. Уже размороженную клубнику нам нужно хорошо пробить блендером, чтобы получилось клубничное пюре. Наше готовое клубничное пюре мы перекладываем в сотейник, в котором будем готовить. Можно также делать и малиновое пюре, и вишневое, из любой ягоды, какая у вас есть в наличии. Также добавляем сразу сахар, 80 грамм сахара, и кукурузный крахмал. Все аккуратно перемешиваем до однородности. Теперь всю эту массу ставим на плиту на среднем огне, ждем, пока закипит, и когда появились такие первые пузыри, провариваем еще примерно 1 минуту. Хорошо, постоянно перемешивая, конечно. Вот, прошла минута, наш конфитюр готов. Затем мы всю массу перекладываем в посуду, где наш конфитюр будет остывать. Можно убрать в холодильник, конечно. Накрываем пищевой пленкой в контакт и остужаем до комнатной температуры. Для основы нашего десерта я буду сегодня использовать 2 вида бисквита. Это шоколадный шифоновый бисквит и ванильный бисквит. Бисквит нам нужно просто перетереть в крошку, можно сделать с помощью блендера, можно просто руками. Так как бисквит очень хорошо крошится, можно просто вот так руками перетереть. Можно также использовать любые печенья, печенье савоярди, все, что вам угодно, все, что вам нравится. Не обязательно специально для этого печь бисквит, но просто если с бисквитом получается, конечно, намного вкуснее. В следующем видео я покажу, как я пеку классический ванильный бисквит. Печется он очень быстро, получается всегда очень вкусный, воздушный. Так что можно его использовать как для пирожных, так и для тортов. Теперь мы приготовим очень-очень вкусный крем. Для этого нам понадобятся сливки, желательно жирностью 30-33%, 300 грамм. 2 пачечки ванильного сахара, можно ванилин. У меня ванильный сахар по 8 грамм, то есть 16 грамм. Творожный сыр 300 грамм и сыр маскарпоне. Можно, конечно, обойтись без сыра маскарпоне, просто с творожным сыром и сливками, но с маскарпоне получается очень-очень вкусный крем. Крем готовится очень просто и быстро. Все продукты мы кладем сразу же в чашу, где будем взбивать. Я забыла еще сказать, что нам еще нужно для этого крема 80 грамм сахарной пудры. Добавляем пудру и миксером, просто обычным ручным миксером взбиваем в течение 3-4 минут. Но нужно постоянно следить за этим кремом, чтобы не перевзбить его. Вот у меня прошло 3 минуты, и вот такой крем должен у нас получиться. Может быть, у вас займет время немножко больше, если у вас более слабый миксер. Мой миксер 350 Вт. Ну а теперь приступим к самому интересному, к сборке наших тортиков. Для этого нам понадобятся вот такие одноразовые стаканчики. Они у меня по 180 мл. Я специально замерила. Это как раз получается хорошая порция. Также крошка наша уже готова, шоколадная и ванильная. Крем я переложила в мешок кондитерский с насадкой. Можно обойтись и без насадки, конечно.
И конфитюр тоже положила в мешок. Ну и порезала немножко свежей ягоды клубники. Здесь я уже начала заполнять наши стаканчики. На дно стаканчика я положила крем, затем 2 ложки бисквитной крошки. И опять крем вкладываем таким хорошим слоем, чтобы крем чувствовался в тортиках. И клубничный конфитюр сверху. Еще я решила добавить немного свежей клубники. Так, и все сверху опять засыпаем бисквитом. И сверху опять декорируем кремом, как вам захочется. Вот такая красота у нас получилась. Это очень-очень вкусный десерт, ничуть не хуже, чем полноценный торт. Я буду очень рада, если вы приготовите по моему рецепту, напишите ваши отзывы. Всего доброго, пока-пока!